Всем привет, друзья мои, с вами снова Костя, и сегодня я буду говорить на все те же актуальные темы, о которых, наверное, говорят все. Мне кажется, это вполне нормально, потому что в мире, наверное, нет таких людей, которых бы не затронул этот коронавирус. Большинство людей меняет сейчас планы на будущее. Та реальность, которая была буквально 2 недели назад у всех нас, она постоянно меняется. Мы живем уже в другом мире, мы с Настей не исключение, и, конечно же, нас тоже это все затронуло, и я как раз хотел рассказать на частном примере то, каково было переезжать в Корею в разгар самого коронавируса здесь. Ну, я надеюсь, вам будет интересно послушать и, возможно, сделать какие-то выводы или просто скоротать время на карантине. В общем, мы переехали в Корею 1 марта. Конечно же, было тревожно ехать в Корею, потому что она тогда была на 2-м месте в мире по распространению коронавируса после Китая. Многие люди отговаривали. Скажу честно, что я не подавал виду, но все-таки я беспокоился, потому что я понимал, что это во многом последствия коронавируса, это все-таки психология такая. Так как мы переезжали капитально, то нам нужно было очень много дел сделать прямо по приезду, снять квартиру, сделать все документы. В очередной раз, как за многие предыдущие годы, меня начала поражать Корея. Все продолжало работать очень хорошо и исправно. Все начали носить маски, дезинфицировать руки, начали быстро и эффективно действовать. Когда поняли, что проблема, она реальна, то никаких тоталитарных мер не было. Отменили, конечно же, массовые мероприятия, но малый бизнес не пострадал. До сих пор большинство кафешек и магазинов, они работают исправно, просто посетителей в них мало. И это нормально, потому что многие люди решили самоизолироваться. В общем, мы очень быстро сделали документы, сняли квартиру, и остались уже тревоги, по большей части у меня в тот момент, бытовые, потому что мы въезжали в полностью пустую квартиру, как обычно делают это в Корее. У нас не было ни кровати, ни матраса. Все это вы могли видеть во влогах у Насти. Частный случай я вам расскажу. Мы заказали матрас на фабрике матрасном, потому что это довольно дорогое удовольствие в Корее. Те матрасы в Икее, когда мы ездили, стоили около $500. Те, которые устраивали нас по мягкости, по размеру, мне показалось довольно большой суммой, особенно когда у тебя очень много трат. И мы заказали матрас прямо у производителя матрасов, а они их делают под заказ, так сказать. Нам давали примерно горизонт ожидания около 2 недель. И морально я уже готовился к тому, чтобы спать на полу, на какой-нибудь подстилке. На наше удивление, после заказа нам в течение 2 дней позвонили, сказали, что ваш матрас готов, можем его завезти завтра. Вот в этот момент я понял, что у корейцев все будет хорошо, потому что даже в какие-то такие сложные моменты фабрики работают, доставщики все доставляют, и по сей день ты можешь заказать что-нибудь вечером, и на следующее утро тебе это доставят. Насколько же люди здесь любят работать, и насколько же им все равно на любые проблемы, будь то пандемия и так далее. Вот я недавно слушал подкасты, а в последнее время все подкасты про коронавирус и его последствия. Уже максимально страдают малый бизнес, средний бизнес. Финансово это, конечно же, уже отражается на работниках этих компаний, на небольших предпринимателях. По-моему, сейчас у большинства людей в СНГ какие-то тревоги по поводу дальнейших их судеб с финансовой точки зрения. И в этом плане я до сих пор немножко, конечно, тоже беспокоюсь, но при этом мне каждый день присылают какие-то предложения по сотрудничеству, корейские именно компании, и я понимаю, что у них нету каких-то вот этих страхов по поводу того, что там мир схлопнется, реклама, люди перестанут покупать, и реклама уже не нужна. Смотря на то, как люди здесь работают в кризисные моменты, то когда все наладится во всем мире, просто я понимаю, что все будет процветать еще больше. И, наверное, поэтому многие люди с самого начала того, как я начал вести канал, обращаются ко мне, чтобы я проконсультировал в каких-то моментах ведения бизнеса с корейцами, чтобы я дал советы, как начать закупки здесь, или
Некоторые даже предлагают мне становиться посредником, чтобы я решал тут какие-то вопросы и связывал этих людей, а они уже делали какой-то бизнес там у себя в России, в Казахстане, в Узбекистане. Я, к сожалению, не являюсь экспертом в этой области, поэтому я боюсь давать людям советы, к тому же это может стоить кому-то очень большого количества денег, но буквально сейчас в этом новом мире появляется куча возможностей. Например, сейчас вопрос работы и сотрудничества с корейскими компаниями стал очень простым, потому что появилась платформа gobizkorea.com, которая управляется корейским публичным агентством, которое называется Cosmos. По-английски это Korea SME and Startups Agency. Если говорить, то это Корейское национальное агентство малого бизнеса и стартапов. Оно поддерживает бизнес в Корее, помогает ему развиваться, находить новых клиентов, поэтому они сделали такую платформу, и на ней совершенно просто вы можете написать какой-то корейской компании. Например, чаще всего люди ко мне обращаются для того, чтобы я рассказал им, как закупать корейскую косметику в Южной Корее. И на этой платформе gobizkorea.com вы можете напрямую связаться с присутствующими там производителями косметики. Их уже тут довольно много, и, конечно же, будет ассортимент пополняться. У каждой компании на этой платформе у них свои условия, свой минимальный объем заказа. У кого-то это одна единица товаров, у кого-то целая коробка или там сотни единиц. Но суть не в этом, а в том, что избегая вот этих всех посредников, вы можете экономить. Также вы можете напрямую вести переговоры вот с этими компаниями-производителями. Где-то вы можете договориться о меньшем или большем объеме, где-то вы можете договориться о скидке. И мне кажется, что этот сайт может стать идеальной стартовой площадкой для всех людей вот в этой новой реальности, о которой я рассказывал, потому что сейчас люди, наверное, по крайней мере, в ближайшее время все меньше будут действовать как бы напрямую, лично, но все больше все уйдет в интернет. Я думаю, что эта платформа сможет удовлетворить потребности любого. Во-первых, здесь есть производители как от мала, так и до велика. Поэтому даже если вы индивидуальный предприниматель, вы можете посмотреть те товары, которые подходят к вам, и те объемы, которые комфортны вам. Но также здесь есть, кроме всей этой косметики, о которой я говорил, одежда корейская, которая тоже становится все популярнее в мире. Всякая бытовая химия, мебель, игрушки. Также, конечно, здесь представлена корейская еда, разные товары корейские для здоровья. В общем, я думаю, что этот сайт сможет покрыть потребности очень большого количества предпринимателей, особенно если у них есть интерес в сотрудничестве с корейскими компаниями. На сайте, как вы видели, очень большой ассортимент для любого запроса и любого вида деятельности. Но также для того, чтобы сделать еще более удобный и хороший продукт для тех людей, которые захотят воспользоваться платформой GoBizKorea, они сделали опросник. И пройдя этот опрос, вы поможете даже больше себе, но также и платформе GoBizKorea, потому что вы сможете подробно описать и рассказать о том, какие продукты нужны вам для того, чтобы начать свою деятельность. И бонусом все те люди, которые поучаствовали в опросе, автоматически станут участниками розыгрыша подарков. GoBizKorea подготовила 20 так называемых кей-боксов. Это коробки с корейскими ништяками, общая ценность которых $30. И они вышлют их 20 счастливчикам среди тех, кто прошел опрос, ссылку на который я прикреплю ниже. Доставка, конечно же, будет бесплатной. В заключение этого видео я бы хотел сделать такое небольшое философское отступление. Я очень часто слышал в каких-то мотивационных видео или читал в книгах, что кризис — это время возможностей, и зачастую это тот момент, когда лучше всего начинать. Конечно же, в этом есть некая доля правды, потому что именно в кризис смещается статус-кво. Многие уже стабильные бизнесы, они разрушаются, и появляется очень много возможностей на фоне вот этой новой реальности. Даже сейчас это видно, насколько какие-то классические виды бизнеса просто терпят крушение. И я бы, наверное, хотел предложить всем тем людям, которые посмотрят это видео, несмотря на всю тревогу, на всю неизвестность, которая сейчас есть, попробовать мобилизоваться и подумать, кем вы видите себя в этом новом мире, в этой новой реальности. Потому что все очень быстро меняется, неизвестно, что будет завтра, и почему бы именно сегодня начать делать то, что вы так давно хотели. По крайней мере, я себе это так представляю, но в любом случае не опускайте руки, будем надеяться, что все будет хорошо. Ну а с вами был Костя, желаю вам здоровья, душевного спокойствия и увидимся в следующем видео. Пока!